Привет, привет, мальчики и девочки. Наконец-то случилось это безобразие. Наконец-то вышел ремастеринг Mass Effect. Ремастеринг Mass Effect, ремастеринг с первой по третью часть. Мы долго ждали этого всего безобразия, и вот 14 числа случилось это прекрасное чудо, и этот ремастеринг вышел. Что рассказать про ремастеринг? Вы знаете, про ремастеринг можно рассказать очень многое, потому что там, честно говоря, дофига всего переделали, но большая переделка, конечно, затронула это вот именно первую часть Mass Effect 2007 года, потому что она, она устарела. Вот сама игра, сам геймплей, сама графика, она очень сильно устарела. Вторая часть и третья часть, они так еще более или менее, а вот именно первая часть, она устарела реально. Что сделали, значит, разработчики? Что они сделали? Они в первую очередь улучшили текстуры. Они улучшили текстуры вот именно в первой части, потому что, смотришь, когда играешь вот в первую часть, а там текстуры вообще, знаете, такой просто адский отстой. И они, значит, улучшили эти текстуры. Улучшение текстур, вы знаете, это очень хорошо на самом деле. Потому что, когда играешь и смотришь вот эту вот всю размазанность, вот эту вот страшную размазанность, то есть на самих персонажах, на самой технике, скажем так, на ландшафте, то, конечно, очень печально становится. Но я, честно говоря, вы знаете, никогда не смотрел особо на графику, вот честно вам скажу. Мне всегда интересен был геймплей. И в Mass Effect геймплей, скажем так, на то время он довольно-таки достойный был. Он достойный был и классный. И, кстати, вот Mass Effect, когда выпускался, он в первую очередь выходил на Xbox. Потому что Xbox с BioWare заключили там небольшое соглашение, что какой-то период, и, значит, не будет Mass Effect 1 распространяться на другие платформы. Для чего это было сделано? Для того, чтобы немножечко приподнять Xbox и чтобы показать, вот какие крутые эксклюзивы есть на Xbox. По поводу игры. Что по поводу игры? Игра стала намного светлее. Допустим, когда играешь в старую версию игры, то она такая, вы знаете, она такая темноватая. Может быть, это и прикольно, может, кому-то и нравится, может, какая-то знаете, кому-то нравится такая тема угнетенности, все такое черное в красных тонах и так далее, и так далее. Мне, допустим, такая тема, не шибко нравится, И, возможно, многим это тоже не шибко нравилось, потому что я, как читал, разработчики говорили то, что они учитывали мнение фанатов вот этой фанской группировки, сообщества, вот именно фанатов Mass Effect, и отталкиваясь от этого, они делали ремастеринг первой части. Мало того, что они, значит, улучшили текстуры ландшафта, там, потом деревьев, космических кораблей, они очень мощно проработали и улучшили текстуры самих персонажей. Вы знаете, я когда играю, допустим, если у меня какая-то игруля тормозит там или еще что-нибудь, я в первую очередь что я делаю? Я, значит, убираю качество окружения полностью, там убираю тени, убираю там воду, там еще что-то, но именно текстуры персонажей и качество персонажей оставляю, потому что мне это очень нравится, И меня очень радует то, что проработали текстуры персонажей. Вы знаете, играешь, когда играешь, допустим, там, кому-то подходишь, с кем-то общаешься, и так далее, и смотришь, на какого-то персонажа, то, когда персонаж выглядит классно, то мне очень приятно играть. Вообще до безобразия очень приятно играть. Что, значит, разработчики у нас сделали еще в первой части? В первой части разработчики убрали очень много всяческих фильтров. Зернистость убрали. Потом мне очень не нравилось в первой части эта синева.
Вы знаете, вот синева такая, вот играешь, и все такое с синим оттенком, такое впечатление, как будто у тебя какой-то, ну, жуткий китайский телефон на Android, и просто экран там синий, аж глаз, короче, вываливается, а вот. И вот эту вот синеву они убрали. И это очень радует. Вот смотришь скриншоты, вот, допустим, вот старой игры, да, и новой. То есть, ну, ремастеринга. И вы знаете, глаз радуется, честно говоря. Вот старая, она какая-то вся темная, красная, синяя. А вот новая версия, скажем так, она такая, знаете, более живая. Вот в этом отношении мне очень понравилось. Улучшили, значит, еще производительность. То есть, я смотрел, значит, тестики, и, допустим, первая часть в 4К, 60 FPS вообще классно идет, просто зачетно. Вы знаете, и картинка такая хорошая, сочная картинка, вообще хорошая картинка. Вот. И играется хорошо, и это немаловажно. Что по поводу редактора персонажей? Ну, вы знаете, редактор персонажей они немножко, конечно, изменили, но не так, чтобы очень сильно. Вот, там добавили прически новые, цвета и многое-многое другое. Так, вы знаете, по большей части они редактор персонажей расширили. И вы знаете, что меня вообще порадовало, честно говоря? Вот честно скажу вам, вот в первой части Mass Effect, во второй части Mass Effect, вот главный протагонист женского пола, ну он просто на лицо был страшный, вот вообще просто страшный, ужасный, блин, честно вам говорю. Ну вот, а вот допустим в третьей части, вот женский вариант, то есть нашего командора Шепарда, он такой более, ну как сказать вам, более лучше, более такой интереснее, более эмоциональнее. И они, короче, разработчики что сделали? Они, ну, я уже говорил, они послушали сообщество и взяли вот эту модель с третьей части и впендюрили ее и в первую, и во вторую. То есть, как бы по умолчанию теперь у нас персонаж женского пола, он везде с третьей части. Ну и это на самом деле прикольно. По поводу интерфейса самого в игре, что я вам могу рассказать? Интерфейс, вы знаете, его доработали. Вот. Не то чтобы от него полностью избавились, ну как вот сделали как во второй части или в третьей, нет. Интерфейс оставили тот же, но его доработали. Его доработали, и он стал намного лучше. Он стал намного лучше и удобнее. Вот, что по поводу оружия. Оружие тоже улучшили. Допустим, вот там вот есть снайперская винтовка, да, ты вот, допустим, играешь в начале игры, бац, тебе попала снайперская винтовка. Ну и ты решил так немножко в снайпера поиграть. И начинаешь, короче, смотреть в это окно вот этой снайперской винтовки, а винтовку, короче, колышет в разные стороны, и ты ничего не можешь сделать нормально, пока не прокачаешь вот этот именно навык, вот именно стрельбы из снайперской винтовки. Здесь немножко это все упростили, ну, скажем так, немножко адаптировали под современные запросы, вот так вот. То есть там что-то убрали, здесь что-то добавили, но в целом, в принципе осталось то же самое, но это то же самое получило апгрейд. Вот, что еще добавили вот в это все безобразие? Добавили, значит, рукопашный бой как отдельной кнопкой. То есть вот если вы играли, а вы наверняка играли, то вот в третьей части, допустим, там, значит, просто нажимаешь кнопку, и там командор Шепард, там, женского или мужского пола, бьет там кому-то по башке. Здесь, в первой части сделали то же самое. Все то же самое сделали, вывели отдельно кнопку, покрасили эту кнопку красным цветом и сказали, вот, нажимаешь на эту кнопку, и ты, значит, получаешь удар. Да, вы знаете, когда, допустим, вот есть отдельная кнопка, вот, это намного удобнее. Вот, допустим, вот в оригинальной игре Mass Effect 1 этой отдельной кнопки не было. То есть ты как бы подбегал к там противнику или еще что-то, и, скажем так, наш командор Шепард, он, короче, бил автоматически. Но, блин, это не всегда удобно, честное слово.
Вот, что по поводу нашего транспорта, вот этого вот великого и знаменитого Мака. Его, в принципе, оставили таким же, но немножечко его подретушировали. Немножечко подретушировали, модель улучшили, текстуры улучшили. Меня, конечно, вот это запаривало, блин, вообще. Вот это едешь на этом Мака по какой-то планете, а он у тебя как воздушный шарик. Это вообще, это просто финиш какой-то. Так что вот так. Что по поводу локации? Локации, блин, вы знаете, мне кажется, в этой игре, вот в первой части локации, больше всего затронули, потому что разработчики просто, наверное, там, блин, днями и ночами делали эти локации, улучшали эти локации и так далее, и так далее. Вот. Очень сильно проработали вот именно в локациях свет. Да, свет стал вообще совершенно другой. То есть, если вот в старой игре все кругом такое темное было, страшное и так далее, то здесь полностью сделали яркие, красивые, сочные картинки. Видно на то время, когда, допустим, делали вот первую часть, вот этот Mass Effect 2007 года, то, ну, запросы, наверное, были именно вот на такие темные моменты. А сейчас, видно, ну, у людей запросы именно на светлые моменты. Люди хотят радоваться. В общем, локации стали намного покрасивее и поприятнее. То есть, как бы, раньше все такое темное было, страшное, угнетающее. Ну, может быть, это и надо было, чтобы, как бы, была такая какая-то атмосфера, да, такая вот, ну, напряженная атмосфера. Сейчас, короче, запрос другой совсем. Хотят более повеселее всего, да. Вот, так что, вот так вот. Что по поводу вот этой всей красноты и синевы в игре, то это все поубирали. Вот это, нету вот этого красноты вот этой вот, знаете, вот бегаешь там где-то, оно такое все красное, страшное, угнетает, на мозг давит. И нету вот этой вот, знаете, синевы. Вот эта страшная синева, которая тоже напрягает мозг. Так что вот так вот. Ну, в общем, что я могу вам сказать по поводу этого ремастеринга? Ремастеринг, честно говоря, мне понравился. Вы знаете, я большой фанат серии Mass Effect, она мне очень нравится, и мне очень-очень было грустно, что как бы эту серию не развивают. То, что BioWare, короче, уперлась в какую-то стену непробиваемую и ничего не развивает. Объявили анонс о том, что выйдет ремастеринг, там все 3 части и так далее, так далее. Я вам скажу честно, я очень обрадовался. И наконец-то вот это все безобразие случилось. Наконец-то вышел этот ремастеринг, и я, как истинный фанат этого всего безобразия, я очень рад. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, оставляйте свои жирные комментарии, а мы увидимся с вами в следующих сериях.